В 1994 году должность президента Украины занял Леонид Кучма. Вчерашняя союзная республика, получившая независимость, страдала от бюджетного дефицита и чудовищной гиперинфляции. Чтобы залатать дыры в экономике, Кучма начал распродавать государственную собственность. Кучма – отец олигархии украинской. Он раздал все основные активы разным бизнесменам и создал из них олигархов. И потом долгое время, вот вплоть до последнего времени, это вообще строй в стране называется олигархический капитализм. Вот это все было создано при Кучме. Родственники и приближенные украинского президента принялись делить пирог. Его бывший зять Игорь Франчук за символическую сумму приобрел госкомпанию «Черноморнефтегаз» и контролировал добычу ресурсов на шельфе Крыма. Контролировать олигархов должен был Павел Лазаренко, выходец еще из советской административной номенклатуры. В 1996 году Кучма назначил его премьер-министром. Вскоре доверенный глава правительства выстроил систему, при которой ни один крупный бизнес в энергетике не мог работать без его доли. Не можете себе представить, как его боялись. Какая была слава об этом человеке. Он когда проходил, просто замолкали разговоры, люди вытягивали струнку. Просто вот такая аура у него была. Особым покровительством премьера пользовалась корпорация «Единые энергетические системы Украины», которой руководила Юлия Тимошенко. Лазаренко принуждал целые области использовать компанию в качестве основного поставщика газа, а иначе мог заморозить любой завод или целый регион, просто перекрыв поставки топлива. Пока простые украинцы мерзли и бастовали, Тимошенко переводила на счета своего покровителя десятки миллионов долларов за политическую крышу. Тогда, во времена Кучмы, ее даже там когда-то в аэропорту задержали с большой суммой наличных денег. Он сказал, ну разве это деньги? Ну что вот там? Деньги, шла речь о очень больших деньгах. Судьба олигархов, осмелившихся перечить Лазаренко, была незавидной. К примеру, Евгений Щербань, который контролировал тогда промышленные гиганты Донбасса, отказывался покупать газ у Тимошенко и был убит, словно по сценарию голливудского боевика. Евгений Щербань, выходя из самолета, был расстрелян группой, по-моему, там группа была человек 15, использовали автоматы. Сын выжил, а все остальные погибли. Что же касается Кучмы, то пару лет он взирал на бандитский беспредел сквозь пальцы и очнулся только тогда, когда Лазаренко попытался выбить из-под него президентское кресло. Я общался с родственниками Кучмы. Они ему говорили о том, что Леонид Данилович, Леня, тебя скоро выгонят из страны. Всеми вопросами занимается Паша Лазаренко. И началась война между Кучмой и Лазаренко. В июле 1997-го Кучма отправил Лазаренко в отставку, а потом снял с него депутатскую неприкосновенность. Первый украинский олигарх во власти понял, что готовится его арест, и попытался бежать в Соединенные Штаты, но там его арестовали за отмывание денег через американские банки. Рэкет, начавшийся в украинской энергетике, вынудил Кучму оставить в собственности государства две ключевые компании. Это «Укрэнерго», управляющая всеми магистральными электросетями страны, и «Энергоатом», оператор действующих АЭС. Впрочем, такие меры отнюдь не остановили коррупцию. Атомная электроэнергия самая дешевая, она буквально копейки стоит. Это отдельный коррупционный бизнес, который тоже при всех президентах активно процветал. Деньги на атомной электроэнергии. Но построенная еще при СССР энергетическая система Украины имеет тройной запас прочности. Именно поэтому, даже несмотря на многочисленные нарушения технологий и многолетние коррупционные распилы, украинские энергетики имеют возможность перенаправлять потоки электроэнергии в обход разрушенных подстанций. Правда, переподключение военных предприятий Киев производит за счет населения Украины. Именно из-за этого свет и тепло в домах Киева и других городах становятся явлениями кратковременными, а создание обходных путей для электропотока – задачей все более сложной.
Почему же Украина вовремя не позаботилась о защите невосполнимого ресурса? Чтобы понять это, вернемся к трагической истории, случившейся в Киеве зимой 2026 года. На одной из подстанций, до этого разрушенной нашей ракетой, как раз и погиб Алексей Брехт, ведущий топ-менеджер Укрэнерго. Но почему его гибель вызывает столько вопросов и кривотолков? Официальная версия следствия звучит как минимум странно. Чиновник якобы лично руководил ремонтом подстанции после прилета российской ракеты и погиб случайно в результате несчастного случая. Действительно, Брехт не был новичком в этой сфере. Он трудился в энергетике больше четверти века. Начинал в конце 90-х простым инженером на Киевской гидроаккумулирующей электростанции. Затем перешел в Укрэнерго, где поначалу работал диспетчером. После начала СВО стал членом правления этой компании. Но что именно Брехт делал на энергообъекте? Часто оборонные заводы имеют запасную подстанцию. Переключение на резервную линию производится вручную. Так, может быть, Брехт как раз и приехал, чтобы щелкнуть рубильником? Но неужели для этого необходимо было звать одного из руководителей огромной корпорации? То, что это был профессионал, энергетик, технический специалист, это точно. Поэтому он мог полезть под станцию и отключать ток. С другой стороны, он не настолько энергетик, чтобы самому лезть. В течение 10 месяцев с 5 сентября 2024 по 30 июня 2025 Брехт временно исполнял обязанности председателя правления огромной Укрэнерго. Он оказался на этом посту после того, как его предшественник, Владимир Кудрицкий, сменил кресло руководителя на скамью подсудимых. Так, может быть, все дело в той самой злополучной должности? В сентябре 2023-го Герман Галущенко рассказывал об окончательном переходе украинских атомных электростанций с российского урана на американское ядерное топливо. Но что в реальности стояло за этим решением? А зачем это Украине? Не было никакой-то ни экономической выгоды, ни с точки зрения безопасности, экологии, с точки зрения отходов ядерного топлива. Это были одни проблемы на пустом месте. То есть ты за свои деньги получаешь себе кучу проблем. Это вот американское ядерное топливо. Решение, принятое украинским кабинетом министров, не только бессмысленное, но и опасное. Многие называют переход на американское топливо еще одним экспериментом по выживаемости граждан Украины. Но почему? Чтобы ответить на этот вопрос, проведем наглядный эксперимент. Мы взяли 2 пластиковые трубы. Одна из них термостойкая, она отмечена красной полосой. Вторая самая обыкновенная. Оба предмета абсолютно идентичны и не имеют искривлений. Теперь посмотрим, как на конфигурацию трубы повлияет простой кипяток. Сначала зальем горячую воду в термостойкую трубу. Поверхность предмета остается абсолютно ровной. Теперь очередь обычной трубы. Снова нагреваем воду и заливаем ее в отверстие. Материал деформируется буквально на глазах. Вот что происходит с материалом, не рассчитанным на высокую температурную нагрузку. Аналогичная опасность, только с куда более страшными последствиями, существует и на атомных электростанциях в случае увеличения температуры теплоносителя. Дело в том, что украинские АЭС были разработаны при СССР и рассчитаны на соответствующее им топливо, а при использовании американских урановых таблеток угрозе деформации подвергаются критически важные тепловыделяющие сборки. Изменение их геометрии даже лишь на 0,1 доли миллиметра грозит катастрофой. В этом случае возникает неконтролируемая реакция. Ее возможный итог – взрыв и выброс радиоактивных элементов в окружающую среду. Я разговаривал с атомщиками, у меня есть знакомые, они были просто в шоке. Ставить чужие сборки на чужую технологию. Сама компания банкрот в Соединенных Штатах. Тем не менее, вот настойчиво толкали нам это ядерное топливо Соединенных Штатов для того, чтобы уйти от монополии России. Кроме того, российское топливо просто эффективнее. Пока наша страна продолжала развивать свои технологии, американцы застряли где-то во второй половине 20 века.
Так почему же министр украинской энергетики так ратовал за переход на американское топливо? Возможно, свет на эту разгадку поможет пролить расследование, которое Национальное антикоррупционное бюро Украины начало в отношении высших киевских чиновников. НАБУ і САП проводять операцію «Мідас». В распоряжении спецслужб 1000 часов аудиозаписей, где бывший министр энергетики обсуждает с подельниками коррупционные схемы. В феврале 2026-го Галущенко был задержан детективами НАБУ на границе с Польшей при попытке покинуть Украину на поезде. Дмитрий Басов, директор по безопасности энергоатома, заключен под стражу. Игорь Миронюк, известный как Рокет, тоже оказался под арестом. И только Тимур Миндич, близкий друг Владимира Зеленского, вроде как по счастливой случайности успел сбежать в Израиль. Между тем МАГАТЭ постоянно и настойчиво напоминает Киеву о необходимости обновления всех АЭС. Они были построены еще при СССР, и сейчас их ресурс уже исчерпан. Я разговаривал с главным инженером одной из атомных станций. Он говорит, они настолько привыкли просто выводить деньги, что они перестали делать даже те ремонты, которые, кровь надо делать. Потому что в какой-то момент просто нужный кран не закроется или не откроется, не поступит вода, и мы просто все взорвемся. Но кто возьмется за баснословно дорогой ремонт? Зеленский с друзьями или американцы, у которых на это нет ни средств, ни желания?